Друзья, это канал Оля про Германию, но сегодня у нас будет специальный выпуск не про Германию, а про Нидерланды. Подписывайтесь на канал, погнали! Итак, друзья, мы отправляемся в Винло, небольшой голландский городок на самой границе с Германией. Решение отправиться туда было принято нами не случайно. Во-первых, как вы знаете, мы недавно получили немецкий вид на жительство и теперь спокойно можем передвигаться между странами Европы. Во-вторых, Винло хоть и уже другая страна, но от Дюссельдорфа, немецкого города, в котором мы живем, находится всего в часе езды. Да, такая она Европа, все рядышком. Итак, чтобы добраться из Дюссельдорфа до Голландии, вам нужно лишь сесть на прямой поезд, который добросит вас прямиком до туда. Еще одна приятность – это бесплатный проезд для владельцев некоторых проездных по Дюссельдорфу. Позволяет, между прочим, знатно сэкономить. Где еще такое можно найти, чтобы из одной страны в другую был бесплатный проезд? Но в нашем случае без приключений опять не обошлось, потому что там что-то сломалось, и нам пришлось пересесть на автобус. Люди бегут, может, нам тоже бежать надо? Да капец, блин. Итак, друзья, мы едем в полном автобусе, стоя, ехать полчаса. Все хотят в Нидерланды. Это была граница, то есть там была еще Германия, а тут уже Нидерланды. Первое, что бросается в глаза при въезде в Голландию, это велосипеды. Они здесь повсюду, что неудивительно, ведь для них здесь создана вся инфраструктура, от велодорожек до огромных оборудованных велостоянок. Здесь собственные велики есть буквально у всех, и тому есть несколько причин. Одна из которых это то, что велик обходится гораздо дешевле, чем общественный транспорт и уж тем более собственный автомобиль. К тому же это гораздо экологичнее и выгоднее для государства. Поэтому инфраструктура городов устроена таким образом, что люди используют автомобиль только в случаях особой надобности. Голландия – это одна из тех стран, где велосипед имеет преимущество перед автомобилем, что видно даже по ширине дорог. Подробнее об этом расскажу и, конечно, покажу в одном из следующих видео на этом канале, которое будет посвящено столице Нидерландов Амстердаму. А теперь перейдем непосредственно к городу. Винло, как я уже упоминала, приграничный город, поэтому здесь нередко можно встретить немцев, которые в основном приезжают сюда проездом, для того, чтобы добраться в другие города Голландии. Вполне возможно, что некоторые из них едут сюда в поисках приключений, ведь, как известно, Нидерланды славятся легализацией проституции и легких наркотиков в виде марихуаны. Но несмотря на этот факт, в Винло за целый день мы не встретили ни одного кофешопа, где продаются различные курительные принадлежности или кексики из конопли, которых в Амстердаме, кстати, хоть отбавляй. Опять же, покажу в будущих видео на этом канале. Местные цены. Бургеры. Ну, я бы не сказала, что тут прямо, знаешь, меньше, чем в Германии цены. По-моему, такие же. Ну, просто козырное место. Морковка. Яблочко. Морковку. Морковку? Да. Давай. Ленку убери из кадра. Ты что, даже не возмутился, что я тебя снимаю? Винло небольшой город. Население составляет всего около 35 тысяч человек, поэтому достопримечательностей здесь немного.
Главной из них, пожалуй, является ратуша, традиционно расположенная в центре старого города. Сам старый город совсем небольшой, и пройти его полностью можно буквально за полчаса. Еще среди красивых мест города можно отметить небольшую набережную реки, которая называется Маас. Вдоль нее уютно расположилось несколько ресторанчиков. Барчик со вкусняшками. Так мы все-таки сядем тут? Сладкие спагетти. В общем, я взяла себе какое-то традиционное блюдо. Вот это вот свинина, похоже. Сейчас будем пробовать. Я вообще считаю, что надо в любом месте пробовать традиционные блюда. Это как шашлычок. Сладенькое такое, с медом как будто. Если говорить о разнице Нидерландов с Германией, то здесь она чувствуется практически с порога. Люди здесь более приветливые и гораздо спокойнее реагируют на камеру. Мне, как блогеру, это, конечно, сразу бросилось в глаза. Ой, видишь, как обрадовались, вообще по-другому тут все. В Германии, no фото, а тут вон как обрадовались, то, что я их снимаю. Еще одно отличие Нидерландов с Германией – это то, что магазины в Нидерландах по воскресеньям работают. В большинстве стран Европы, насколько мы знаем, и в Германии в том числе, действует ограничение на торговлю по воскресеньям. В Нидерландах, видимо, этого ограничения нет. Так как мы были в Венло еще в июне, то по всему городу можно было заметить радужные флаги, которые появились здесь не случайно. Ведь начало лета в Европе и Америке открывает так называемый месяц гордости, когда ЛГБТ-сообщества отмечают свободу быть теми, кем они есть. В Нидерландах поддержка геев и лесбиянок настолько сильна, что их символ гордо развивается даже на главном здании города – ратуше. Так, ребята, по какой-то случайности мы приехали в Нидерланды именно в тот день, когда нидерландская команда играет в футбол. С Чехией, по-моему, они играют. Сейчас пойдем, сядем в какой-нибудь барчик, будем болеть. Везде, в каждой кафешке стоит, короче, телек, сидят фанаты. Бары просто уже полные. Я надеюсь, мы найдем сейчас местечко. De Tsjechen domineren. Nederland moet hebben van uitvallen zoals deze naar Друзья, как вам этот маленький нидерландский городочек? Основные интересные места здесь находятся, конечно, в центре. Это старый город и рядом набережная. Больше, по моему мнению, здесь смотреть особо нечего. Но я впервые была в Нидерландах сегодня. Нет такого ощущения, что ты в другой стране. Вот мы выехали из Германии и... Кстати, предвосхищая ваши вопросы, проституток и кексики с коноплей мы здесь не встретили. Правда, надо отдать должное. Один раз нам коноплю все-таки предложили, какой-то чувак на велике. Ладно,
ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в следующих выпусках.